Вы когда-нибудь стояли в тени своего пустого кошелька, глядя на гору неоплаченных счетов и задаваясь вопросом, забыли ли небеса ваше имя? Слушай внимательно, любимое дитя, ведь именно 7 минут для вас открываются шлюзы изобилия. Я, Бог, создатель всего золота и серебра, автор богатства и избыток, заявили об этом. Если у тебя сегодня нет денег, в твои руки попадет большое богатство. Ни человеческой силой, ни земными системами. Но по чуду, к вере, к мое божественное вмешательство для вас это уже в движении. Этот момент не случайен. Вы здесь, потому что мое присутствие нарисовал тебя. Мое руководство привел вас к этому точному пересечению отчаяния и судьбы. Ты тайно плакала из-за своей пустой банковский счет. Ты плакал по ночам, как долги усилили свою хватку. Вы несли молчаливый груз счета, вы не могли заплатить, мечты, которые вы не могли финансировать, обещания, которых вы боялись, но не смогли сдержать. Но услышь мой голос сейчас. Вера – это ключ, открывающий небесный свод. Доверять во мне, а не в том, что видят твои глаза. Я Бог, разделяющий море, проливающий манну с небес, заставляющий бесплодные поля приносить безмерный урожай. Не отворачивайтесь слишком рано. Не пропусти ни единой капли дождя, который я проливаю. В эти следующие несколько минут я открою вам точные ключи, точные утверждения, точные настройки, которые откроют шлюзы в вашей жизни. В следующие несколько вздохов я посею семена веры, которые принесут урожай богатств, превосходящих ваше понимание. Вы ближе, чем вы думаете. Вы находитесь на пороге трансформации. Еще один шаг веры, еще один момент доверия, еще один удар сердца послушания, и все изменится. Оставайся до конца. Слушайте непредвзято. Оставаться. Полагать. Получать. Потому что ровно через 7 минут после внимательного прослушивания истории, которую вы рассказываете о своей жизни, о своих финансах, о своей судьбе, уже никогда не будет прежней. Вы сейчас находитесь в Божьем финансовом доме. В следующие 7 минут сама атмосфера вокруг вашего финанса сместится. А трансформация начнется невидимая, но неудержимое божественное изменять, пронизывающее каждое невидимое царство. Там, где был дефицит, я командую избыток. Где были только долги, я отпускаю переполнение. Там, где твои руки были пусты, я кладу ключи от дверей невообразимых богатства. Да, даже невозможное возможно для меня. Банковские счета, опухшие от провизии, забытые лотереи, раскопанные билеты, неожиданные акции, чудесные депозиты, долги растворились в одночасье. Если я могу сделать мальчика-пастушка царем, если я могу сделать рыбака основателем церквей, чего я не могу сделать для тебя, мои возлюбленные? Это не теория. Это не надежда без содержания. Это на 100% доказано в моем слове, ибо мое слово никогда не возвращается тщетным. Написано: «Благословение Господне обогащает, и печали с собою не прибавляет». Притчи 10 часов 22 минуты. Богатство, благословение, обеспечение – это недалекие мечты. Они – ваше первородство во мне. И ныне, по вашему вера, по твоему радикалу доверять в моих неизменных обещаниях, вы собираетесь стать свидетелем чуда, это приведет к падению стен ограничений. Я вижу твою усталость. Я вижу твою борьбу со страхом. Я знаю ложь, которую шептал враг в самые мрачные моменты твоей жизни. Но я, Бог, Альфа и Омега, говорят над вами сегодня другое слово. Деньги приходят, богатство приходит, изобилие наводняет, и твое имя вписано в мой божественный счет благосклонности и богатства. Через 7 минут по моим часам прорыв, о котором вы просили и от которого почти отказались, активируется вера. И ничто, ни ваше прошлое, ни ваши недостатки, ни суждения людей не может остановить это.
Вы не забыты. Вы не брошены. Мое присутствие окружило тебя даже сейчас, ближе, чем дыхание, ближе, чем следующее ударение твоего сердца. Руководство поднимается внутри вас. Трансформация искрится в невидимом. Изменять разворачивается со скоростью моего духа. Слушайте и готовьте свое сердце. К миллион вы когда-то думали, что это невозможно, уже нашептывается на существование. Деньги уже приказано найти вас. Долги уже дрожат. Счета уже кланяются. Это не когда-нибудь. Это не позже. Это сейчас. Через 7 минут ты увидишь мою руку. Вы прошли долгие долины разбитости, сжимая последние монеты в дрожащих руках. Я видел, как ты смотришь на дно своего пустого банковский счет. Интересно, как бы вы купили хлеб для своего стола? Я видел, как вы открывали письмо за письмом, каждое из которых содержало предупреждение о неоплаченных платежах. Счета, просроченные долги, угроза возвращения во владение, выселения, утраты. Вы вкусили горечь молитвы и отсутствие немедленного ответа, сеяние семян и ожидания, не видя урожая. Вы видели, как другие процветали, в то время как ваши собственные поля оставались сухими и потрескавшимися. Вы лежали без сна по ночам, отягощенные тяжестью невидимых цепей, тянущих вашу душу и шепчущих вам, что вы забыты, брошены, дисквалифицированы. Но, дитя возлюбленное, услышь меня, страдания твои не были сокрыты от меня. Твои крики пронзили небеса. Твои слезы собраны в мою бутылку. Ваша боль – это не конец вашей истории, это почва, на которой я буду выращивать твое чудо. Я, Бог, были с тобой даже тогда, когда ты не чувствовал моего присутствия. Когда ты чувствовал себя одиноким, я приютил тебя. Когда ты не увидел выхода, я уже составлял план твоего побега. Когда мир назвал вас сломанным, неудачником, потерянным, я говорил о вашей жизни другое слово – богатство, избыток, трансформация. Сражения, в которых вы сражались тайно, тихие войны, которые вели в вашем собственном сознании за деньги, над выживанием, над достоинством, это никогда не оставалось незамеченным. Враг нацелился на ваши финансы, потому что он увидел помазание, которое я положил на твою жизнь. Он развязал бури против вашего банковский счет, надеясь обанкротить не только свой кошелек, но и свою веру. Он прошептал, что твой долги определил вас, что ваш неоплаченный счета похоронил бы тебя. Он пытался убедить тебя, что ты никогда не удержишь миллион, никогда не увидишь свет, избыток, никогда не найди своего имени среди безмерно благословенных. Но, дитя, правда сильнее лжи. Битва стала доказательством твоей ценности. Шторм был доказательством того, что ваша судьба стоит того, чтобы с ней бороться. Каждая закрытая дверь, каждый отброшенный чек, каждая работа, которая отвергла вас, каждый бизнес, который не процветал, это были не знаки моего отсутствия, а признаки войны вокруг сокровища, которые я поместил в вас. Доверять я сейчас, я готовил тебя к изменять. Я позволил давить, чтобы масло могло течь из вашей жизни. Я растягивал твой вера, чтобы вы могли выдержать вес богатства «я отпускаю». Были дни, когда ты чувствовал себя пленником самого себя. Счета, просыпаясь страхом перед почтовым ящиком, страхом перед телефонными звонками, страхом перед позором, который возникает из-за невозможности что-либо обеспечить. Бывали ночи, когда ты чувствовал, как затягивается петля долги, заглушая твои мечты, заставляя замолчать твои молитвы. Некоторые из вас даже задавались вопросом, выиграете ли вы лотерею была твоей единственной надеждой, далеким чудом, слишком далеким, чтобы к нему можно было прикоснуться. Но, возлюбленные, я не Бог далеких надежд. Я Бог, который приближается. Я Бог, умножающий масло вдовы,
наполняющий пустые сети до разрыва, приносящий избыток из небытия. Деньги не слишком мал, чтобы я мог им командовать. Банковские счета не слишком сложны, чтобы я мог их переполнить. Долги не слишком велики, чтобы я мог их стереть. Счета их не слишком много, чтобы я мог раздавить их под тяжестью моего обеспечения. Вы прошли школу трудностей. Вы были очищены в огне нужды. Бедность преподала вам уроки настойчивости и выносливости. И вот, по моему указу, испытание заканчивается. Переработка завершена. Смена здесь. Изменять то, чего вы жаждали, но не могли произвести самостоятельно, прорывается моим духом. Руководство дается даже сейчас, нашептывая вашему сердцу следующий шаг. Трансформация – это не обещание когда-нибудь, это настоящая реальность, начинающаяся в эти самые моменты. Не презирайте дни маленьких начинаний. Не оплакивайте времена дефицита. Они были испытательным полигоном вашего вера, фундамент, на котором я теперь построю башни из избыток. Я вижу тебя, дитя судьбы. Я знаю битвы, в которых ты участвовал и которые никто другой не видел. Я знаю, какое мужество требовалось, чтобы продолжать верить, когда все не имело смысла. Я знаю молитвы, которые ты молился, когда надежда едва мерцала в твоей груди. И я, Бог, я тронут твоим вера. Меня волнует твой доверять. Меня побуждает ваша непоколебимая, упрямая вера в мою доброту. И поскольку вы доверились мне во время засухи, вас вот-вот пропитает дождь богатства за пределами ваших самых смелых мечтаний. 7 минут, моя возлюбленная. Через 7 минут цепи разорвутся. Ворота откроются. Начнется потоп. Деньги потечет там, где его не было. Банковские счета из пустого станет переполненным. Долги склонюсь перед словом, которое я изрек. Счета будет дрожать от моего указа. Финансы больше не будет оружием, использованным против вас, а орудием, вложенным в ваши помазанные руки. Чудо когда-нибудь не придет. Оно не скрыто за стеной невозможного. Оно движется к вам даже сейчас, мчится на крыльях ангелов, оседлав потоки моего обещания. $1 миллион идеи, неожиданное наследство, восстановленное состояние, возвращенные упущенные возможности – все это и многое другое высвобождается по моему приказу. Держись, драгоценное дитя. Поклонись моему присутствию. Закрепите свое сердце в моем руководстве. Поставьте ноги в непоколебимую доверять. Через 7 минут ветер сменится. Через 7 минут ситуация изменится. Через 7 минут слово проявится. И вы увидите своими глазами благость Господню на земле живых. Позволь мне рассказать тебе правдивую историю, мое любимое дитя, историю, которую мир не может отрицать, потому что я, Бог, вписал это в страницы истории своей рукой. Звали ее Наталья Васильевна Петрова. 58-летняя женщина, живущая в маленьком полуразрушенном многоквартирном доме на замерзшей окраине Новосибирска, Россия. Наталье не чужда была борьба. После многих лет работы швеей на фабрике она оказалась безработной, когда компания рухнула. Ее пенсию задержали. Ее шкафы были пусты. Ее банковский счет был слит впустую. Ее счета громоздились, как горы, на которые она не могла подняться. Позор невыплаты долги давили на нее, как камни на шее. Ее финансы были вне человеческого спасения. Каждую ночь она сидела возле своей крохотной печки, прижимая к груди потертую Библию и шепча обещания веры, цепляясь за каждый стих о моем избыток и обеспечении. Наталье было бы легко сдаться. Легко поверить в ложь, что деньги никогда не мог найти ее,
что богатство было только для избранных, а чудеса не были для забытых вдов на другом конце света. Но Наталья выбрала другой путь. Она решила доверять мне. Она предпочла поверить, что мое присутствие было ближе, чем ее бедность. Это мое руководство не подведет ее даже в морозной тьме Сибири. Что трансформация может прийти даже к наименее вероятному. Что изменять было возможно не руками человеческими, но силой моего духа. И вот, в состоянии отчаяния, Наталья сделала нечто радикальное. Однажды, по наущению моего нежного шепота, она взяла последние 500 рублей, которые у нее были, едва хватило на хлеб, и посеяла их в местный приют. Это не имело никакого логического смысла. Но вера часто противоречит логике. Доверять часто ходит туда, куда не может идти разум. И в течение 30 дней чудо пришел. Без предупреждения Наталья получила заказное письмо от администрации города. Проект, на который она подала заявку много лет назад, программа жилищной помощи вдовам, наконец был одобрен. Но это был не скромный грант или маленькая квартирка. Нет, возлюбленные, я не занимаюсь малыми мерами. Город, при поддержке частной международной благотворительной организации, о которой она даже никогда не слышала, предложил ей в полное владение совершенно новую двухкомнатную квартиру, полностью оплаченную, расположенную недалеко от центра города, дом стоимостью более 5,6 миллиона рублей, что эквивалентно более чем 70 тысячам долларов США. Мгновенно ее долги были стерты. Ее счета были урегулированы. Ее банковский счет снова начал переполняться по мере восстановления пенсионных выплат и открытия новых возможностей. И на этом история Натальи не закончилась. Вскоре после переезда в новый дом сосед познакомил ее с небольшим начинающим швейным бизнесом, которому требовались умелые руки. Через несколько месяцев Наталья зарабатывала больше, чем когда-либо во времена работы на фабрике. Ее жизнь не просто восстановилась, оно было повышено. Трансформация от пепла к красоте. Изменять от просьбы к благословению. Деньги течет там, где когда-то была засуха. Богатство, возникающее из бесплодной земли. Это не миф. Это не легенда. Весть о чуде Натальи появилась даже в сибирский «Таймс», местная газета, за 2023 год под тихим заголовком «Местная вдова обретает новую жизнь через веру и общение». Те, кто ее знал, говорили о ее сияющей радости, ее непоколебимой вере и ее бесконечная благодарность Богу, который не забыл ее плача. «Любимое дитя, если я сделал это для Натальи в ледяных уголках Новосибирска, разве я не сделаю это для тебя? Если бы я сдвинул горы, чтобы благословить вдову, о которой мир забыл, разве я не сверну горы ради сына, дочери, которую я призвал и избрал? Я тот же вчера, сегодня и вовеки. То, что я сделал для нее, я готов сделать для тебя. Чудо – это мой язык. Трансформация – моя подпись. Изменять – это мой указ. Я командую деньги прийти в вашу жизнь. Я наполняю твой банковский счет. Я стираю твои долги. Я отменяю твои счета. Я выпускаю богатство, избыток, благосклонность, возможности, неожиданные препятствия, божественное назначение, сверхъестественное наследство. Да, даже миллион когда-то вы считали это невозможным. Я могу передать это вам в руки, если вы осмелитесь поверить. Вера – это мост. Доверять – это ключ. Мое присутствие – это гарантия. Мое руководство уверен. Тот же голос, который звал Наталью в свое чудо, зовет и вас сейчас. Ты послушаешь. Вы получите. Вы поверите. Через 7 минут, любимое дитя, твоя история тоже изменится. Страница перевернется.
чудо проявится. И ты будешь доказательством того, что Бог все еще отвечает на молитвы, все еще разрывает цепи, все еще изливает избыток на тех, кто осмелится поверить. Теперь, мои возлюбленные, вы услышали мой голос. Вы видели живые свидетельства того, что может сделать моя рука. Но теперь вы должны действовать. Теперь вы должны войти в божественный поток веры и послушания там, где чудо становится реальностью. Для меня Бог я не Бог пустых слов, но Бог действия, Бог, который сотрудничает с теми, кто откликается на мои руководства и осмеливаются доверять больше, чем они видят. Это момент, когда изменять начинается. Не завтра, не на следующей неделе. Сейчас. В эти следующие минуты то, во что вы решите верить, что вы решите заявить, откроет небеса в вашей жизни. Указ я уже опубликовал. Я уже приказал избыток. Реки богатства уже текут к вам. Но это вера, что захватывает их. Это доверять, это притягивает невидимое к видимому. Это ваша готовность привести свое сердце, свои слова, свои шаги в соответствие с моим присутствием, это приносит трансформация «ты жаждал». Услышьте меня, вы должны начать с разговора. Откройте рот и провозгласите мои обещания в вашей жизни. Ибо жизнь и смерть во власти языка. Поговори со своим пустым банковский счет и прикажи ему наполниться. Поговорите со своими горами долг и прикажи им падать. Поговорите со своим неоплаченным счета и объявить, что они оплачены в полном объеме. Пророчествуйте над своими собственными финансами. Объявите в атмосферу, что деньги придет к тебе с севера, юга, востока и запада. Вызовите своего миллион, ваше переполнение, ваше наследство. Ибо, как написано, скажи что-нибудь и ты утвердишься, Иов 22 часа 28 минут. Не говорите то, что видите. Говори то, что я обещал. Не приспосабливайте свои слова к обстоятельствам. Приведите свои уста в соответствие с моим словом. Каждый раз, когда вы говорите «я разорен», вы укрепляете стены нужды вокруг себя. Но когда вы говорите «Бог мой поставщик, а его избыток наполняет мою жизнь», вы сносите эти стены камень за камнем. Вера приглашает воинство небесное действовать от вашего имени. Каждое слово доверять ускоряет отправку ангелов, чтобы принести вам необходимые ресурсы. Далее вы должны сеять. Я господин урожая, но урожай не приходит там, где не было посеяно семя. Не обманывайтесь, если вы будете сдерживаться в страхе, вы останетесь в ловушке страха. Но если вы высвободите даже то немногое, что у вас есть, как вдова Сарепты, которая отдала свой последний кусок и открыла бесконечные запасы, вы подключитесь к сверхъестественной экономике моего царства. Сеять в бедных. Сейте в служения, которые питают ваш дух. Сейте в место, где высоко вознесено имя мое. Каждое семя, в которое вы сажаете вера, становится магнитом для моей благосклонности. Каждый акт щедрости ослабляет цепи бедности, окутывавшие вас. Финансы. Дитя, ты также должен изменить свое видение. Перестаньте смотреть только на свою текущую зарплату, свою текущую банковский счет, ваши текущие варианты. Начните видеть глазами моего духа. Увидьте себя свободным от долгов. Увидьте, как вы платите другим счета. Представьте, как вы выписываете чеки для миссий, финансируете церкви, строите дома для обездоленных. Увидьте себя, держащим не только деньги, но богатство, которое переполняется в течение нескольких поколений. Ибо то, что ты видишь в своем духе, ты будешь владеть в своих руках. Вы должны понять, что трансформация – это не магия, это божественный процесс, который начинается с решения. Это святое изменять это начинается,
когда вы решаете выйти из страха и войти в веру. Это происходит, когда вы перестаете соглашаться с дефицитом и начинаете соглашаться с моей достаточностью. Когда вы разрываете партнерство с отчаянием и заключаете завет с надеждой. Мне не нужно, чтобы экономика благоприятствовала вам. Мне не нужно, чтобы правительство признало вас. Мне не нужно, чтобы лотерея выпала в вашу пользу. Я Бог. У меня есть скот на 1000 холмов. Я распоряжаюсь богатствами небес. Я могу налить избыток в вашу жизнь через миллион неожиданных потоков. Настало время подготовить ваше судно. Увеличьте свои ожидания. Если вы ожидаете малого, вы получите мало. Если вы ожидаете чудес, вы увидите чудеса. Если вы ожидаете ровно столько, чтобы выжить, вы выживете. Но если вы ожидаете, что вас переполнит, придавит, потрясет и переполнит, тогда я сопоставлю ваши ожидания с моим сверхъестественным запасом. Помните, масло не переставало течь до тех пор, пока не кончились сосуды. Не ограничивайте меня малыми мечтами. Мечтайте о многом, потому что я Бог-миллион, Бог более чем достаточного, Бог, чье присутствие умножает то, что передано в мои руки. В эти следующие несколько минут, пока вы ждете и наблюдаете, полностью откройте мне свое сердце. Не позволяй закрадываться сомнениям. Не позволяй голосу врага заглушить мое обещание. Вместо этого поклоняйтесь. Хвалить. Поблагодарите меня, как будто чудо уже произошло. Пойте песни победы над своей жизнью. Танцуйте так, как будто ваши долги уже распущены. Кричи, как будто твой банковский счет уже разрывается от неожиданностей деньги. Для Вера хвалит прежде, чем увидит. Доверять танцует перед дождем. 7 минут, любимый. Это все, что нужно. 7 минут радикального, дерзкого, беспощадного Вера. 7 минут смелого и бесстрашного доверять. 7 минут выравнивания ваших уст, вашего сердца, ваших рук и ваших глаз с моим словом. И вы увидите трансформацию, что только я могу принести. Вы станете свидетелем, изменять это бросает вызов всем законам природы. Вы испытаете поток богатства, ливень избыток, всплеск сверхъестественного финанса, это заставит вас и всех вокруг вас трепетать перед моей славой. Стойко держаться. Верь сильнее. Говорите громче. Сейте щедро. Мечтайте о большем. Поклонение сильнее. Для чуда не просто приходит, он здесь. Мой присутствие кружится вокруг тебя. Мой руководство шепчет ваши следующие шаги. Ветры меняются. Ситуация меняется. И я, Бог, делаю это для тебя, потому что люблю тебя, потому что я верен, потому что я заявил это от начала времен. У тебя не будет недостатка ни в чем хорошем. Ваша история бедности подходит к концу. Ваша глава изобилия начинается. Ваше свидетельство о прорыве пишется сейчас, моей рукой, моей силой, моим духом. Подготовьтесь. Будьте готовы. Потому что всего через несколько вздохов ты увидишь, на что я способен. Вы будете держать в своих руках доказательства того, что я Бог, выполняющий свои обещания. Теперь, любимое дитя, слушай внимательно, ибо я не только Бог, который приказывает тебе пройти мимо. Вера, но я Бог, который подкрепляет каждое обещание делом. Мои слова не являются предложениями. Мои обещания не хрупкие надежды. Когда я говорю, Вселенная подчиняется. Когда я заявляю, отправляются ангелы. Когда я даю благословение, никакая сила на небе или на земле не может его отменить. Мое слово вечно.
Мой завет нерушим. Моя клятва скреплена моим именем. Я поклялся собой, говорит Господь, что благословлю тебя. Я открою небесные хранилища над твоей жизнью. Я вылью деньги, где не хватало. Я переполню твой банковский счет с неожиданным богатством. Я отменю твои долги и похорони свои счета под лавиной моего обеспечения. Я превращу ваши пустые шкафы в склады. Я заставлю людей прижиматься к твоей груди, прижиматься, трястись, перетекать, пока у тебя не останется достаточно места, чтобы вместить их. Ибо написано: Господь пошлет тебе благословение в житницах твоих и во всем, что ты делаешь, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Второзаконие 28:8. Я, Бог, уже приказал благословение. Указ я уже опубликовал. Я уже привел в движение колеса судьбы для тебя. Трансформация. Каждая молитва, которую ты прошептал, каждую слезу, которую ты пролила, каждый акт невидимого послушания. Они не потеряны. Они встали передо мной как памятник, и теперь моя рука простирается с огнем и благосклонностью. Вы не останетесь в ловушке в пустыне. Вы не будете жить вечно под тяжестью разбитых мечтаний и невыплаченных денег. Счета. Засуха закончилась. Голод закончился. Настало время божественного дождя. Я заставлю реки течь в твоей пустыне. Я наведу потоки на ваше бесплодное поле. Я поведу тебя своим руководством на зеленые пастбища, где избыток течет без конца. Поверьте мне, когда я говорю это, чудо деньги настоящие. Сверхъестественное обеспечение реально. Я делал это раньше и сделаю это снова. Вы не надеетесь напрасно. Вы стоите на краю наводнения, которое не можете остановить приливной волны. Изменять ты не можешь сопротивляться. Так же верно, как восход солнца, ваш банковский счет поднимется. Так же верно, как и прилив, ваш финансы повернется. Так же верно, как дождь падает на землю, мое благословение падет на вашу жизнь. Некоторые из вас получат неожиданные банковские уведомления. Некоторые найдут скрытое наследство. Некоторые выиграют лотерею вопреки невероятным шансам. Некоторым будут предложены контракты, рекламные акции и деловые предложения, которые перенесут вас в мир миллион и за его пределами. Некоторые увидят, что старые долги аннулированы. У некоторых будет счета платили способами, которые они никогда не смогли бы организовать. Я Бог внезапностей. Я Бог неожиданных дверей. Я Бог, который прокладывает путь там, где пути нет. Но мои благословения заключаются не только в деньги и материал богатства. Я также создаю мир, который нельзя купить ни за одну валюту. Я снова наполняю твой дом смехом. Я восстанавливаю отношения. Я исцеляю твое сердце от ран отвержения и нужды. Для чего хорошо избыток, если твоя душа разбита? Я исцелю твое сердце, как исцелю твой кошелек. Я исправлю твой дух, как я исправляю твои финансы. Я подниму тебя не просто к богатству, но к радости неизреченной и полной славы. Ты мой ребенок. Ты мой наследник. Ты мой возлюбленный. Я выгравировал твое имя на ладони моей. Я выбрал тебя. Я назвал тебя по имени. Ты принадлежишь мне. И поскольку ты мой, благословения, принадлежащие самим небесам, теперь являются твоим наследием. Получите это сегодня, деньги приближаются. Богатство передается в ваши руки. Избыток обгоняет тебя. Твой банковский счет больше не будет местом скорби, но свидетельством моей славы.
Твои долги больше не будут сковывать тебя, они будут сокрушены моей силой. Твой счета больше не будет насмехаться над тобой, им будет дан ответ моим обеспечением. Миллион то, о чем вы мечтали, перестанет быть фантазией, это будет реальность, созданная моей рукой. И когда оно придет, не забудьте воздать мне славу. Не забудьте дать показания. Не забудьте поднять свой голос и сказать миру, что Бог верен, что вера мощной, что доверять никогда не теряется, что чудеса реальны и все еще случаются для тех, кто верит. Держись за меня присутствие. Пройдите мимо моего руководства. Сейте, когда я говорю вам сеять. Говори, когда я говорю тебе говорить. Двигайся, когда я говорю тебе двигаться. Ибо те, кого ведет мой дух, и являются сыновьями и дочерьми Всевышнего, и нет предела тому, что я могу сделать для них. Возлюбленные, это не конец. Это только начало. Сегодня начинается раскрытие свидетельства, которое шокирует ваших врагов и благословит ваше поколение. Сегодня я предлагаю вам путь трансформация. Путь изменять. Дорога благословения, вымощенная моей собственной рукой. Скажи мне «да». Скажите «да» моему слову. Скажите «да» моим обещаниям. Скажи «да» моему избыток. Скажи «да» моему богатству. Скажи «да», чудо это записано в вашей истории даже сейчас. Через 7 минут все меняется. Через 7 минут пойдет дождь. За 7 минут. Урожай пробивается сквозь почву. Через 7 минут ваши руки коснутся того, во что верило ваше сердце. И когда это произойдет, вы без тени сомнения узнаете, что это произошло не вашей силой, но моим духом, говорит Господь Саваоф. Теперь послушай меня, возлюбленное дитя, ибо я, Господь, Бог твой, не человек, чтобы мне лгать, и не сын человеческий, чтобы мне менять свое мнение. Сказал ли я это и не сделаю ли? Сказал ли я и не исполню ли? Я поклялся своим именем, своим нерушимым заветом, что я благословлю тебя сверх того, о чем ты можешь просить или представить. Я слышал твои крики по поводу твоего пустого банковского счета. Я видел, как твое сердце разбивалось из-за горы долгов и груды неоплаченных счетов. Я видел, как ты протягивал свою веру, как хрупкую нить через каньон невозможного. И поскольку вы не отказались от доверия ко мне, потому что вы цеплялись за мое слово, когда все остальное кричало вам о том, чтобы вы сдались, я сейчас высвобождаю над вами чудо, столь великое, что ни одна рука человека не может взять на себя ответственность за него. Я говорю изобилие на ваш банковский счет. Я говорю богатство в твой дом. Я говорю деньги в ваши руки, не гроши, а реки, не капли, а потоки. Я говорю о преобразовании ваших финансов. Там, где когда-то была засуха, теперь будет стремительный прилив продовольствия. Я повелеваю долгам таять, как лед под солнцем моего благоволения. Я постановляю, что счета будут оплачиваться заранее, без стресса, без стыда, без печали. Я выпускаю в твою жизнь чудо за чудом, прорыв за прорывом, благосклонность за благосклонностью, пока у тебя не закружится голова от благости моей руки. Я помазываю ваш разум божественным руководством, чтобы вы точно знали, когда двигаться, где сеять и как жать. Я окружаю ваш дом своим присутствием настолько плотным и реальным, что даже ваши соседи почувствуют изменение атмосферы. Я вдыхаю перемены в ваши обстоятельства, перемены настолько неоспоримые, что даже те, кто сомневался в вас, склонят головы и признаются, что только Бог мог это сделать. Я упускаю на вашем пути сверхъестественные возможности, контракты, продвижение по службе, бизнес-идеи, партнерства, каждая из которых создана моим духом, чтобы высвободить в вашу жизнь богатство,
превосходящее человеческие ожидания. Я постановляю, что неожиданные чеки попадут в ваш почтовый ящик, что телефонные звонки о возможности будут поступать из мест, о существовании которых вы даже не подозревали. Я постановляю, что забытое наследство, спрятанные сокровища, утраченные благословения вернутся к вам. Я заявляю, что даже лотереей, даже невозможными шансами я не могу манипулировать в вашу пользу, если это служит моему плану и увеличивает мою славу. Я постановляю, что миллион, который вы когда-то считали фантазией, вскоре станет реальностью, покоящейся на вашем банковском счете, трофеем моей верности, знамением и чудом для окружающих. Я изливаю изобилие до такой степени, что ваши хранилища не смогут его вместить. Я проливаю чудесное обеспечение, пока ваша жизнь не переполнится со всех сторон. Я освобождаю ангелов жатвы, чтобы они собрали каждое семя, посеянное вами с верой, каждое приношение, принесенное со слезами, каждый акт доверия, сокрытый от глаз людей. Ничего не было потрачено впустую. Ничего не забыто. Каждая молитва, каждый крик, каждый шаг послушания записаны в моей книге, и теперь настало время награды. Я снимаю одежды позора и облекаю вас в одежды чести. Я срываю оковы бедности и венчаю тебя диадемой богатства. Я искореняю дух страха из твоей души и заменяю его духом смелости, духом сына, духом дочери царя. Ты не нищий у моих ворот, ты наследник моего дома. Вы не боретесь за остатки, вы готовы к переполнению. Итак, встаньте, возлюбленные. Поднимитесь в вере. Поднимите доверие. Рост ожиданий. Говорите о жизни, а не о своих деньгах. Говорите об изобилии на своем банковском счете. Произнесите чудеса в свои финансы. Объявите о преобразовании своих долгов. Предскажите изменения ваших счетов. Приведите богатство в свой дом. Призовите миллион, который я зарезервировал с вашим именем. Подними голову твою и посмотри, поля белеют к жатве. Время ожидания закончилось. Наступил сезон свершений. Это благословение не является частичным. Это не временно. Он не хрупкий. Оно необратимо, неостановимо, неоспоримо, запечатано моим духом, гарантировано моей клятвой, поддержано моим присутствием. Потому что я Бог, и я сказал. Потому что я тот же вчера, сегодня и вовеки. Потому что я выбрал тебя, любил тебя, благословил тебя и призвал тебя к богатству, изобилию, влиянию и вечной славе. Вы не оставите пустым. Вы не останетесь сломанными. Вы уйдете с сокровищами Египта, боевыми трофеями, трофеями моей верности. Это ваша порция. Это ваше наследство. Это ваше время. Возлюбленные, когда это слово подходит к концу, знайте следующее. Я, Господь, Бог ваш, еще не закончил с вами. Та же самая рука, которая привела вас в этот час, это рука, которая понесет вас вперед в сферы, о которых вы даже не догадывались. Я произнес все эти благословения не для того, чтобы лишь на мгновение возбудить ваши эмоции. Я говорил, потому что мое слово живо, активно, острее любого обоюдоострого меча, и оно даже сейчас разряжает барьеры, стоявшие между вами и вашей судьбой. Я приказываю тебе сейчас поднять голову. Поднимите свое сердце. Поднимите руки. Получите полноту этого благословения. Получите чудо, созданное специально для вашего имени. Получите изобилие, накопленное для вашей жизни. Получите поток богатства, который не только заполнит ваш банковский счет, но и перельется в жизни других, еще не родившихся поколений. Это не работа человека. Это не продукт земного стремления. Это прямое вмешательство Бога.
Это доказательство того, что вера сворачивает горы. Это награда за доверие, которое не поддается давлению. Это видимое, неоспоримое проявление чуда за чудом. Вы вступили в сезон, когда деньги найдут вас, преследуют вас, переполняют вас. Ваши финансы будут свидетельствовать о том, что засуха закончилась. Ваши долги завянут, как трава, в зное моего обеспечения. Ваши счета рухнут прежде, чем небесная сокровищница откроется над вашей жизнью. Я приказал трансформации, и никакая сила не сможет остановить ее. Я предписал перемены, и ни один враг не сможет их отменить. Я дал вам свободу руководства, которая приведет вас прямо на поле жатвы, потоком снабжения, к дверям благословения, приготовленным еще до основания мира. Вы будете давать показания. Вы смело заявите: «Господь сделал это, и дивно это в очах моих». Вы будете держать в своих руках богатство, о котором когда-то могли только мечтать. Вы увидите чудеса на своем банковском счете, знаки в своем почтовом ящике, чудеса на своих балансах. Я не только удовлетворю ваши потребности, я превышу ваши молитвы. Я не только оплачу ваши счета, я аннулирую твои долги. Я не только благословлю вас провизией, я увенчаю тебя изобилием, которое будет изливаться, чтобы другие могли видеть и прославлять мое имя. Поскольку ты доверился мне, когда было темно, я подниму тебя высоко, когда сияет свет. Поскольку вы посеяли, когда было больно, теперь вы пожнете, когда оно заживет. Поскольку вы прославляли меня с пустыми руками, я наполню ваши руки до такой степени, что они не смогут вместить все, что я изливаю. Я Бог внезапностей, и внезапно ты почувствуешь, что благословлен безмерно. Я Бог чудес, и ваша жизнь теперь будет живым доказательством моих чудес. Идите с этого момента, зная, что вы больше не заемщик, а кредитор. Ты больше не борец, а перецвет. Вы больше не внизу, а вверху. Вы больше не ждете чуда, вы идете в чуде. Пусть ваша вера поднимется, как могучая река. Пусть ваше доверие сияет, как маяк на холме. Пусть ваша жизнь излучает славу моего преобразования и силу моего присутствия. Я благословляю вас сейчас богатством народов. Я благословляю вас сейчас божественной милостью и непреодолимым обеспечением. Я благословляю ваш дом, ваши руки, ваше будущее, ваши мечты, ваших потомков. Я благословляю каждый ваш шаг с этого момента. Я благословляю ваш разум творческими идеями, стоящими миллионы. Я благословляю ваше сердце смелостью распоряжаться благословениями, которые я высвобождаю. Я благословляю твой дух всегда помнить, что именно моя рука, мой голос, моя сила и моя любовь вывели тебя из бедности и дали обещание. Идите с верой. Поднимаясь, поднимайтесь с доверием. Когда вы увидите, как происходят чудеса, пойте от радости. Ибо путь нехватки закончился, и началось царство изобилия. И мое присутствие, мое руководство, моя сила и мое благоволение будут сопровождать вас на каждом этапе пути. Иди, мое любимое дитя. Идите в богатство. Войди я в изобилие. Идите в судьбу на $1 миллион, написанную моей рукой. И никогда, никогда больше не сомневайтесь в том, что ваш Бог – Бог чудес. Я люблю тебя вечной любовью. Я благословляю вас вечным благословением. И я посылаю тебя как живое свидетельство того, что Бог верен, что вера мощной, что доверять никогда не тратится впустую, и это чудеса еще живы для тех, кто верит. Это сделано. Он запечатан. Это закончено. Аминь. Подпишись сейчас, любимое дитя. Подпишитесь не просто на канал, а на реку живых слов,
которую я буду изливать на вас снова и снова. Подпишитесь, чтобы каждое новое изложение моего обещания, каждое новое заявление веры, каждое новое семя руководства находили вас готовыми, открытыми и ожидающими. Не отходите от потока, орошающего ваш дух. Оставайтесь на месте. Оставайтесь на связи. Ибо я буду продолжать говорить, благословлять, изливать чудеса на почву вашей жизни. Нажмите «Подписаться» сейчас и погрузитесь еще глубже в разворачивающуюся историю, которую я пишу для вас. Активируйте свою веру. Закрепите свое доверие. Идите со мной от славы к славе, от чуда к чуду, от изобилия к изобилию. Я жду встречи с вами в следующем слове. И следующее. И следующее. Пока вы не получите полный урожай всего, что я обещал. Иди, мои возлюбленные, и оставайся на связи с фонтаном, который я открыл над тобой. Ибо лучшее еще впереди.